привет! Сегодня свяжем с вами тигра. Но это так образец, просто примерно, для того, чтобы вы хотя бы примерно знали, что мы будем делать, какую пряжу приобрести. Я советую вам приобрести, значит, по мотку. Моток обязательно нужен будет для самой игрушки, но если вы захотите связать шапочку и сумочку для него, то нужен еще и второй моток. Поэтому если все будете делать, что я буду вязать, то приобретайте 2 мотка основной пряжи. Там красная у вас будет одежда, либо синяя, выбирайте. Вязать я буду рыжим цветом. Вернее, это не рыжий, а горчичный цвет. Это будет у меня голова. Таким цветом я буду. Я в описании оставлю, сколько нужно пряжи, номер пряжи и так далее. И одежда у меня будет вот такая вот. Такой цвет голубой. Ну, соответственно, пушистая пряжа. Опять же, оставлю я в описании, какой у меня марки и вообще размер. Если у вас пушистая пряжа потолще, то еще лучше. Вот, будет более пушистее. То, что мы будем обвязывать ею. И белая пряжа, ну, белая и черная. Черная для того, чтобы нам обвязать ушки. Там надо будет и на лапках делать вот такие полосочки. Нужна будет черная пряжа. Это буквально немножко. Тоже нужен будет небольшой моток. Много не надо пряжи этой белой. Тут у нас только на руки и на лапки. И еще, здесь у меня нету лапок. Я буду вязать лапки. Если вам нравится без лапок, вы можете нижние лапки не вязать. Вот, это как бы образец. Свяжем мы с вами другого тигра. Ну, схемка похожа. Я немножечко ее усовершенствовала, чтобы лучше было, более похож был на тигра. Голову я, естественно, взяла из моей схемки предыдущего тигреночка. Вот, и поэтому ушки немножко изменила. А так будет голова похожа на того тигренка, только вот такого цвета. Ну, такой же у меня тигренок, правильно? Вот, и такой же будет голова у Деда Мороза, тигра. Дальше глазки на безопасном креплении. Глазки на безопасном креплении у меня 13 миллиметров. Голубенькие. Дальше еще забыла сказать, розовый цвет нужен будет для носика. Тоже буквально немножечко. Вот. У них розовые носы. И еще хотела сказать, если у вас есть пряжа травка, такая небольшая, то можете ее использовать. Правда, в природе тигры, они гладкошерстые, но если вы хотите, вы немножечко можете их сделать такими пушистенькими, то вот такие моменты, вот, которые мы тут будем пришивать, они будут незаметны, не спрячутся в пушистой пряже, в травке, если есть. Если нет, то вяжем, естественно, гладкошерстых. Так, вроде все. И осталось у нас что сказать, то, что у нас будет наполнитель, синтепон, синтепух, у кого что есть. Проволока еще нужна будет. Ну, у меня она, потом я ее приобрету по ходу вязания. 2 миллиметра толщиной в обмотке. Это для того, чтобы руки, если здесь у меня нету ее, вставлять будем в руки, чтобы можно было эти ручки фиксировать как надо, форму придавать ей, если хотите. Если не хотите, то можно не использовать. Верхние лапки белой пряжей набираем цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И начиная со второй петли от крючка провязываем 3 столбика. В последнюю петелечку вяжем 3 столбика. С противоположной стороны 2 столбика и в последнюю петлю прибавку. 1, 2 и в последнюю петлю прибавочку, то есть провязываем 2 столбика. В первом ряду у нас 10 столбиков. Берем ниточку контрастного цвета для того, чтобы не потерять начало ряда, и продолжаем вязать. Второй ряд. Прибавка. Затем 2 столбика. Далее 3 прибавки подряд. Раз.
2, 3. Дальше опять 2 столбика и 2 прибавки в конце. И вторая прибавка. Во втором ряду у нас 16 столбиков. Третий ряд. Столбики прибавка. Затем 2 столбика. Далее столбики прибавка повторяем 3 раза. Дальше 2 столбика. И столбики прибавка повторяем 2 раза. В третьем ряду у нас 22 столбика. Теперь с 4 по 7 ряд, то есть 4 ряда мы вяжем без изменений 22 столбика. Дальше 8 ряд. Последний столбик не довязала. 8 ряд. Столбик и убавка за передние полупетельки. Дальше 2 столбика. Затем столбик и убавка повторяем 3 раза. Столбик, убавка. Раз. Столбик, убавка 2. Столбик, убавка 3. Дальше 2 столбика. И столбики убавка повторяем 2 раза. Последний столбик, не довязывая до конца, ввожу цвет одежды. Заканчиваю этим цветом последний столбик. Дальше 9 ряд мы вяжем без изменений, получившийся в 8 ряду 16 столбиков. Если есть желание, вы можете эту ниточку, которую мы присоединили, следующим столбиком загладить немножко переход этой новой пряжей, чтобы не так был заметен. То есть за заднюю стеночку петли мы сделали соединительный столбик и за обе стеночки провязали полноценный первый столбик. И так вяжем до конца 16 столбиков. Ну, не забудьте, конечно, связать 2 кончика тут вместе. Дальше 10 ряд мы провяжем без изменений, но только за заднюю стеночку петли 16 столбиков. Теперь с 11 по 30 ряд вяжем без изменений 16 столбиков, то есть 20 рядов. Тут я провязала маленькие ручки, я потом, конечно, добавлю. Вы как бы не обращайте внимания. Немного не довязала, я потом это все исправлю. Отрезаем ниточку и прячем. Перед тем, как наполнить, нам надо провязать пушистой пряжей за передние полупетельки вот в этом ряду, где у нас были провязаны. Значит, берем пушистую пряжу, я возьму крючок номер 3, так как пряжа потолще. Вот у меня вот переход, я возьму где-то здесь и ввожу ниточку. Итак, мы провяжем за передние стеночки петли столбики без накида по кругу. Параллельно прячем хвостик. Беру я лапку именно в таком положении, к себе направила именно верхнюю часть, для того, чтобы когда мы вяжем, у нас изнанок получается вверху, и так вязка, она как бы получается ложится сюда, на рукав, на верхнюю часть, когда мы вяжем так. А если мы будем вязать так, то она упадет сюда, вот, и закроет как бы часть лапки. Ну, в общем, я думаю, что так красивее. Вот.
Поэтому именно в таком положении вы можете проверить, посмотреть, по-разному возьмите. Либо так, как вас устроит, как ложится ряд этот пушистый. Так и берите и вяжите. В общем, вяжем по кругу, пряча хвостик параллельно. Провязали, делаем соединительный столбик. Пряжа цепкая. Отрезаем и прячем эту ниточку вовнутрь. Я прячу вот такой вот иголкой для такой толстой пряжи. Вот, просто вот ввожу наугад сквозь столбики вовнутрь. Вот и все. Выведем ее вовнутрь, там она пусть остается. Вот, она никуда не денется. Теперь наполняем лапку. Наполняем где-то столбика 4, не дополняя. Здесь поплотнее, тут посвободней. Наполняйте так, чтобы вот нижняя часть не была круглой, а плоской. Вот. И поплотней. Так как мы будем делать пальчики, нам надо, чтобы стянуло и было хотя бы немножко осталось не совсем плоско, чтобы получилось. Дальше берем черную ниточку, делаем узелочек на конце и будем делать пальчики сразу. Значит, смотрите, тут у нас вот воздушные петельки, вот серединка, вот он начался круг. Вот отсчитываем 1, 2 и снизу вводим, разделив примерно на 3 части. Здесь у нас выйдет иголочка, отсчитав вот первый ряд белый, второй. Отсчитав 2 ряда, мы выводим иголочку сюда. Ну, возвращаем опять сюда же, куда вводила я. 2 столбика отсчитали в сторону. Сразу натягиваем. Также опять отсчитываем 2 столбика. Тут отсчитали тоже 2 столбика. В общем, по 2 столбика у нас расстояние между ниточками. Ну и 3-й раз. Вывожу я 3-й раз, когда иголочку ввела. Выведу я вот сюда начало. Тут к черной ниточке сюда в серединку. И здесь я делаю узелочек. Вот главное, вот когда я ввожу, да, проверяю, чтобы не зацепила белую пряжу. Провела. Все подтянули, проверили, пальчиками тут придержали, чтобы ниточка не ушла. И делаем узелок, подтягивая его к краю, чтобы потом можно было спрятать. Вот узелочек у нас спрячется, и все. И не будет его видно. Натянули и спрятали. Вот. Делаем 2 лапки. Заднюю лапку мы начинаем вязать так же, как, вернее, нижнюю, да, лапку. Вяжем так же, как и верхнюю, до 3-го ряда, где у нас столбики прибавка, затем 2 столбика и столбики прибавка 3 раза. Ну, в общем, вы помните, да, я буду писать. Вы можете смотреть схемку. Дальше мы провяжем еще и 4-й ряд. 2 столбика и прибавка. Затем 2 столбика. Далее 2 столбика и прибавка повторяем 3 раза.
Дальше у нас 2 столбика. И 2 столбика и прибавка повторим 2 раза. В четвертом ряду у нас 28 столбиков. Теперь с 5 по 9 ряд мы провяжем без изменений 28 столбиков. Это у нас будет 5 рядов. 10 ряд, 2 столбика, убавка. Затем 2 столбика. Далее 2 столбика и убавка. Повторяем 3 раза. Дальше у нас 2 столбика. Далее 2 столбика и убавка. Повторяем 2 раза. Последний столбик не довязывая до конца, вводим цвет одежды. Заканчиваем столбик. Далее мы делаем переход. Можно его и не делать, потому что тут, я думаю, не будет видно. И вяжем по кругу 22 столбика, которые у нас получились в 10 ряду. Провяжем этим цветом 3 ряда без изменений. 22 столбика. Наполняем и смотрим. Если у нас, вот, сложив вот так вот пополам, да, вот параллельно, ниточка не дошла до края, мы довязываем недостающие столбики. Мне надо довязать 2 столбика. Сейчас я довяжу. И связываем 2 края вместе. Это у нас такая вот ножка. Ее должно чуть-чуть видно. Можно и не вязать ножку нижнюю, если не хотите. Если хотите, чтобы чуть-чуть было видно, вот этой ножки будет достаточно. Связываем 2 края вместе. Мы будем ввязывать эту ножку, но чтобы она у нас не болталась, мы ее немножечко еще пришьем, поэтому оставляем немного хвостик и вытягиваем ниточку. У меня получилось 10 столбиков, если кому-то интересно. Теперь мы сразу сделаем пальчики, но так как у нас тут наряд больше получилось, побольше лапка, поэтому мы снизу, вот видим серединочку, отсчитываем не 2, а 3 ряда. Вот раз, два, три. Вводим иголочку. И тут тоже примерно делим на 3 части, где у нас будет ниточка, но только уже будет у нас 3 столбика между ними, так как у нас побольше лапка. Вот. Также 2 ряда мы отсчитали белой пряжи, пропустили 3 столбика, стянули, тут где-то здесь я 4, да, пропустила. Сильно далеко, раз, два, три получилось, но ничего. Так, подвинем. И также здесь мы ниточку эту зафиксируем. Вот такая вот лапочка у нас будет нижняя. Делаем вторую также. Голова. Значит, вяжем голову. В кольцо набираем 6 столбиков без накида. Стягиваем колечко
Второй ряд 6 прибавок подряд. И так мы продолжаем вязать прибавки. Каждый ряд делаем по 6 прибавок. Доходим до 8 ряда, в котором у нас будет 6 столбиков и прибавка, и в ряду будет 48 столбиков. Дальше у нас 9 ряд, вяжем без изменений 48 столбиков. Затем мы провяжем с вами, чередуя ряд с прибавками, ряд без изменений. Значит, 9 ряд у нас без изменений, 10 ряд 7 столбиков и прибавка, 11 ряд без изменений, 12 ряд 8 столбиков и прибавка, 13 ряд без изменений и 14 ряд 9 столбиков и прибавка. Провяжем давайте через ряд прибавки. Ряды я буду писать со смещением, прибавочные ряды. Вот, так что обращайте на это внимание. Эта голова похожа, как у этого тигреночка, поэтому, если что, не удивляйтесь, все схожее будет. Я делаю ту же самую голову, как и у тигренка. Следующий ряд с 15 по 19 ряд мы провяжем без изменений 66 столбиков, то есть вяжем 5 рядов без изменений. Еще один нюанс хотела заметить. В общем, белая пряжа. Если вдруг вы будете вязать белого тигренка, значит, из этой серии вот у меня белая пряжа, которая отбеленная, она так как-то называется, голова получается меньше. Поэтому, если вдруг у вас будет тоньше пряжа, она даже скрипит так вот немножко, когда ее вяжешь, вот, то возьмите крючок побольше. Если вы вяжете 2,5, то возьмите троечку, чтобы размер головы не уменьшился по сравнению с телом. Вот, поэтому обратите внимание на пряжу. 20 ряд, 9 столбиков убавка. Повторяем 6 раз, и в ряду останется 60 столбиков. Убавки делаем за передние полупетельки. Убавка. Глаза вставляем, отсчитав 13 рядов между 13 и 14 рядом. И между глазками расстояние будет 12 столбиков. Вот я раздвинула столбики, вставляю глазки. Если у вас глазки на клеевой основе, вы это можете сделать потом, когда сделаем утяжку, тогда можно приклеить глазки. Дальше продолжаем делать убавки. Значит, каждый ряд, в каждом ряду у нас будет убавка. Следующий 21 8 столбиков и убавка, затем 7 столбиков и убавка. И так доходим до ряда, в котором у нас будет 4 столбика и убавка, и в ряду останется 30 столбиков. Провязываем. Делаем соединительный столбик и отрезаем ниточку для пришивания. Пока голову откладываем в сторону. Вяжем мордочку, набираем цепочку из 7 воздушных петель. Со второй петли от крючка вяжем 5 столбиков без накида. В последнюю вяжем 3 столбика. С противоположной стороны провязываем 4 столбика и 2 столбика в последнюю. Итак, у нас получилось 14 столбиков. Второй ряд провязываем сначала прибавку,
Дальше мы вяжем 4 столбик, вернее, дальше сначала мы провязали прибавку, второй ряд. Дальше, значит, мордочка у нас это будет вязаться так. Провязываем 1 столбик, затем 2 прибавки подряд. 2 прибавки подряд. Далее 1 столбик, затем 3 прибавки подряд. Дальше мы вяжем 4 столбика. И 2 прибавки подряд. Во втором ряду у нас 22 столбика. Третий ряд: столбик и прибавка. Затем 2 столбика. Далее 2 прибавки подряд, опять же. Дальше 2 столбика. Затем столбик и прибавка повторим 3 раза. Раз, столбик и прибавка 2. Столбик и прибавка 3. Далее вяжем 4 столбика. И столбик и прибавка повторим 2 раза в конце. Столбик и прибавка второй раз. В третьем ряду у нас 30 столбиков. Четвертый ряд: 2 столбика и прибавка. Затем вяжем 3 столбика. Провязали. Далее 2 прибавки подряд. Три столбика. Далее 2 столбика, вернее, и прибавка. Повторяем 3 раза. 2 столбика, прибавка. Второй раз. 2 столбика, прибавка, третий раз. Дальше провязываем 4 столбика. Дальше 2 столбика и прибавка. Повторяем 2 раза в конце. В четвертом ряду 38 столбиков. Дальше с 5 по 9 ряд мы провяжем без изменений. 38 столбиков. Это у нас 5 рядов. Все, мордочка готова. Делаем соединительную. Столбик в следующий столбик. И отрезаем ниточку, чтобы хватило для пришивания. Я этот раз мордочку решила по-другому связать. Вот именно в таком виде будет у нас мордочка. Дальше у нас будут ушки. Ушки будут из 2 деталек состоять одно ухо. Я буду вязать белым и этим цветом, как голова. Наружная часть будет цветом, как голова, внутренняя будет белым цветом. Вяжутся они одинаково. Вяжем внутреннюю часть уха. Набираем цепочку из 4 воздушных петель. И начиная со второй петли от крючка мы вяжем в каждую петелечку по 2 столбика. И в последнюю 2 в итоге у нас 6 столбиков. Воздушная петля, поворот. Вяжем столбики, прибавка. Повторяем 3 раза. Дальше опять воздушная петля, поворот. Теперь вяжем 2 столбика и прибавка.
Повторяем 3 раза. И 3-й раз. Воздушная петля, поворот. Теперь мы вяжем так: накид и провязываем 4 полустолбика с накидом. Раз. Все петелечки на крючке. 2, 3, 4. Теперь мы делаем 4 прибавки из полустолбиков с накидом. Раз, 2, 3 и 4. Дальше вяжем 4 полустолбика с накидом. Воздушная петля, поворот. Этот ряд вяжем так: полустолбик с накидом. Дальше 2 столбика с накидом полноценных. 2 столбика с накидом. Дальше прибавка из столбиков с накидом и 1 столбик с накидом. Такую комбинацию мы повторяем 5 раз. Прибавка столбик с накидом 2, прибавка столбик с накидом 3, прибавка из столбика с накидом, столбик с накидом 4, прибавка, столбик с накидом 5. Дальше вяжем 2 столбика с накидом и 1 полустолбик с накидом в конце. Последний ряд вяжем так: воздушная петля, поворот. Вяжем 4 соединительных столбика, петелечки не стягиваем, нам в них еще ввязываться. 2, 3, 4, затем 1 столбик без накида, затем столбик, полустолбик, вернее, с накидом, прибавка из полустолбика с накидом, полустолбик с накидом, прибавка из полустолбика с накидом. Повторяем так 5 раз. 1 столбик и прибавка. Провязали последнюю прибавку, затем 1 полустолбик с накидом, затем столбик без накида и 4 соединительных столбика до конца. 3, 4. Дальше сюда мы провяжем еще 1 соединительный, чтобы перейти на низ. И столбиками без накида мы пройдемся по низу, чтобы нам удобно было сшивать края, чтобы аккуратнее нам будет удобно. Тут как бы мы не считаем, сколько получится у вас, столько получится. Ниточку эту потом можно назад, вот, если она длинная, отрезать. Вот, делаем соединительный столбик. Эту ниточку мы отрезаем. Значит, вот такая деталька внутреннего ушка. Аналогично вяжем и наружную часть уха, но оставляем на ней, когда прошьете, провяжете, вернее, низ, оставьте подлиннее. Нам надо будет их внизу сшить вместе. Вот.
Итак, оставляем, значит, тут подлиннее, чтобы нам хватило сшить низ и пришить к голове. Значит, берем теперь обе детальки. И у нас, смотрите, будем ориентироваться на последний ряд, вот который выпуклый, да, это будет у нас изнанок, последний ряд он будет выпуклый. Поэтому мы прикладываем вот этими частями друг к дружку. И теперь черной ниточкой мы свяжем их вместе. Находим первый соединительный столбик, чтобы, поэтому я говорила, чтобы не стягивать, чтобы можно было вести, вводить крючок. Я первый немножко стянула. Так, находим теперь тут. Значит, вот раз, два, три, четыре. Тут просто можно запутаться после того, как прошили низ. Вот, нашли. Теперь берем черную ниточку и провязываем столбиками без накида. Делаю я петельку. Вот первый столбик такой будет. Дальше беремся за обе стеночки соединительных столбиков, параллельно прячем. Они будут у нас вывернуты немножко. Находим их будет вначале провязывать неудобно. И так вяжем все столбики именно с белой стороны. У нас тут была лицевая часть вязания. У черной пряжи тоже. Вот, провязываем так туда-сюда. Последний столбик я делаю соединительным. Еще раз соединительным, ниточку отрезаем. Теперь возьмем иголочку и сошьем, прячем эти все хвостики, сошьем низ. Сшивайте тоже как получается, тут не обязательно прям столбик в столбик. Это нам нужно для того, чтобы мы могли пришивать и края были аккуратные. Ну вот я сшиваю. Тут как получается? Получается столбик это, ну, друг против дружку. Нет, то я могу в один и тот же два раза прошить, если на одном у меня, на одной части больше, на другой меньше. Это, как бы, еще раз говорю, не принципиально тут делать идеально, просто мы сшиваем.